Здравствуйте! Меня зовут Сара Дубовис, и вы на каббалистическом женском канале «Чего хотят женщины». И начну я с короткой истории. Одна из моих студенток рассказала реальную историю своей подруги. Раз в месяц несколько девчонок, которым уже за 35, встречаются для того, чтобы выпить и поговорить о жизни. И одна из ее подруг, известный психолог, бизнес-коуч, рассказала им такую вещь. Она рассказала про человека, который является ее клиентом. Он был ее клиентом несколько лет назад, естественно, не называя никаких имен. И она рассказывала, что она помогла ему построить бизнес, сделать его более сильным, более мощным. И единственная его проблема была, что у него были очень натянутые отношения с женой. Она ему помогла, он перестал с ней встречаться, и они случайно увиделись в магазине через 2 года. Встречаются они в магазине, она его спрашивает: такой-то, такой-то, как у вас дела? Он говорит: с бизнесом не очень хорошо. За последний год все пришло в упадок. Но что я вам расскажу? Я наконец-то развелся со своей женой. Она меня замучила, она меня затюкала, но я развелся, я женился на прекрасной девочке, которой все хорошо, ее все устраивает, ей не так много нужно, и я абсолютно доволен. И она его спрашивает: расскажите мне о своей новой жене. И он говорит, что она замечательная, я прихожу домой, она мне готовит. Я ей говорю: милая, что для тебя сделать? Она говорит: ничего не нужно, я сама. Я спрашиваю: дорогая, что тебе купить? Что ты? Ты мне уже столько купил, мне ничего не нужно. И тогда эта женщина-психолог говорит своим подругам: я стою, смотрю на него и не знаю, как ему сказать, что вторая жена полностью угробит его бизнес или угробит его жизнь. Мы будем говорить о том, как женщина должна вдохновлять своего мужчину. Это не всегда только словами. Я 14 лет занимаюсь великолепной мудростью, которая называется Каббала. Мудростью, которая имеет также духовную технологию, которую я использую. И самое главное, с чего мы начинаем, когда изучаем Каббалу, это слово Каббала. Каббала идет от слова ликабель, или получить. Женская задача в этом мире, о чем мы будем говорить более подробно, это получить. Получить от мужа, получить от окружающего мира, получить от Вселенной. Для чего получить и как это сделать? Не только для себя. Мы об этом будем говорить позже. У многих из нас были разные отношения. Сегодня я замужем, мне 46 лет, но еще несколько лет назад у меня тоже были отношения, которые приносили мне, скажем так, не очень много радости. Они быстро начинались, и они быстро закончились. Но понимая, что я делала что-то неправильно, у меня даже, занимаясь каббалой, не всегда бывали ответы, приносила большую боль. И один раз, когда я себе сказала: наверное, я что-то сделала не так, и, наверное, нужно дать таким отношениям шанс, мне приснился сон. Точнее, наверное, это был не совсем сон, это какое-то видение. Кстати, я по гороскопу Дева, поэтому особенных видений у меня не бывает. Но я очень плохо себя чувствовала, я очень устала, я помню, я села в кресло и отключилась. И что я вижу? Я просыпаюсь, как будто бы просыпаюсь в кромешной тьме. Это не та тьма, когда мы видим силуэты, это полная тьма. Нет даже огонечка. Я начинаю пробовать пол, пробовать стены, понимаю, что не мокрые, они каменные. И мой мозг объясняет мне, что я нахожусь в темнице. Какая-то фантастика. Я начинаю ползать по полу и пытаться понять, где найти свет, потому что света нет. От страха я закрываю глаза и чувствую себя даже немножко лучше. И вдруг я слышу скрежет, открывается какая-то, оказалась, железная дверь, и я вижу маленький, тоненький лучик света. В него просовывают металлическую миску с какой-то бурдой,
И я всем телом бросаюсь к этому свету, и дверь закрывается. Кромешная тьма. И тут я говорю себе: тебе нужно выжить, это не страшно. Закрой глаза. Потому что когда ты закрываешь глаза, ты не знаешь, есть у тебя свет или есть у тебя тьма. И я слышу второй свой голос, который говорит: а ты можешь так жить с закрытыми глазами? И я решила, что я не готова на это. Я проснулась или очнулась, и я поняла, что слава Богу, что все закончилось. Потому что я не готова идти на компромисс со своим «я». Как найти это свое «я», мы тоже будем об этом говорить. Я не готова жить с закрытыми глазами. Готовы ли вы? Мы продолжим в следующий раз. Добро пожаловать!